Привет! Сегодня вы получите комплекс упражнений на мышцы живота по системе Пилатес, соединенными вот с такими парашютными петлями TRX. Ну что ж, меньше слов, больше дела, давайте начинать. Это будет 4 упражнения, которые вы можете выполнять абсолютно в любом удобном для вас порядке. Кстати, если вы переставите местами упражнения, это уже будет совсем другой комплекс, потому что мышцы запоминают, обладают памятью и привыкают к нагрузке. А перестановка меняет сумму, меняет эффект воздействия на мышцы. Итак, мы становимся на колени. Направляем таз немножечко вперед, копчик под себя, ягодицы подтягиваем и держимся за петли. Руки остаются прямыми, плечи от себя, грудная клетка раскрыта. И мы наклоняемся на вдох вперед. Вдох. И на выдох возвращаемся в исходное положение. Здесь такой есть момент. Чем вы ближе подойдете к петлям TRX, чем ближе вы подойдете к оборудованию, тем легче вам сделать это упражнение. Чем вы дальше будете от него стоять в исходном положении, натянув немного петли, тем, соответственно, вы глубже уйдете в амплитуду и будет тяжелее. Давайте сделаем еще несколько раз. Итак, на вдох мы наклоняемся вперед. Можно глубже. На выдох мы возвращаемся в исходное положение. И полегче вариант, когда мы чуть-чуть поближе стоим. На вдох мы наклоняемся. И на выдох возвращаемся. Здесь важный момент. Часто распространенная ошибка этого упражнения, друзья дорогие мои, когда мы только верхнюю часть туловища, только корпус наклоняем, таз оставляем на месте и возвращаемся. Наклоняемся вот так и возвращаемся. Здесь нет наклона. Здесь смещение корпуса вперед, таз не остается на месте, а он вместе с корпусом двигается. И не прогибайтесь в спине. Важно, обращаю внимание, нет прогиба в спине. Вдох, выдох, возвращаемся. Без прогибов поясницы, одна прямая линия. Вдох. И ребрами, животом на выдох оттолкнулись. Давайте еще несколько раз. Вдох. И на выдох ребрами, животом оттолкнулись. И последнее повторение. Вдох через нос. Выдох через рот. Ну что ж, полетели дальше. Упражнение номер 2. Планка. Внимание, один такой вот момент. Сформируйте петли так, чтобы стоя ваша рукоятка была посередине голени, посередине икроножной мышцы, чтобы именно было вот такое вот расстояние от пола. И мы выполняем планку. Как известно, в планках работают все группы мышц. Не только нижняя часть тела и мышцы живота, но и также хорошо разрабатывается плечевой пояс, плечи. Сначала на одну сторону. Мне удобно поместить вот в мягкую часть вот таким вот образом стопу, чтобы пятка упираться непосредственно в ручку, в рукоятку. Плечи от себя, напрягаем мышцы живота и уходим в планку. Если это ваш максимум, вы можете остаться в этом положении. Сложный вариант. Отвели бедро в сторону на выдох. На выдох подтянули колено к себе. В диагональ. Выдох. Вдох, выдох. Выдох. Вдох, выдох. Фу, это чудесно, это восхитительно. Это даже тяжело делать. Я скажу вам, что эту планку достаточно нелегко делать без петель TRX, а петли TRX еще позволяют нам удерживать баланс, чтобы они сами не раскачивались. Вы можете сделать 6 либо 8 повторений на одну сторону и затем сразу же 6 либо 8 повторений на другую сторону. Распространенные ошибки, мои дорогие, которые не допускайте в этом упражнении. Это слишком перенапряженный плечевой пояс. Вот так у нас все закрыто. Важно раскрыться, вытолкнуть грудь вперед, лопатки привести к центру спины.
Без прогиба в спине, я покажу вам уже без петель 3х, не прогибаем спину, не прогибаем, не округляем. Ровная спина, живот подтянут. И с каждой секундой этого упражнения живот прижимается к спине. Погнали дальше. Следующее упражнение, которое вы научитесь делать, это боковая планка. В данном случае я опускаюсь на правое предплечье. Напоминаю, плечо от уха, от себя максимально грудная клетка раскрыта. И помещаю стопу, голень даже, не саму стопу, чуть выше, правой стороны в петлю 3х. Приподнимаю таз. Облегченный вариант, вы придерживаетесь рукой перед собой и работаю левой стороной. Я попробую сделать сложный вариант. Сгибаю колено и бедро на вдох. На выдох стопу на себя, пяткой тянусь. На вдох сгибаю, тяну носочек от себя, большой палец стопы от себя, выдох, стопу на себя. Вдох, выдох, вдох, стопу от себя, выдох, стопу от себя, колено постоянно втянуто, не проваливайте корпус, вдох и выдох. Замечательно. И парочку важных моментов в этом упражнении. Во-первых, старайтесь, чтобы таз не провисал, поднимайте таз, толкайте, направляйте таз вверх и вперед. Это первый момент. Старайтесь не заваливаться назад, то есть не отклоняться назад, а направлять таз вперед. Второй момент. И третий момент, конечно же, это упражнение на баланс. И мы стараемся не раскачивать наши замечательные петли, удерживая баланс и плечи от себя. Погнали дальше. Завершающее упражнение нашего комплекса также подключают в работу мышцы живота и мышцы спины. Мы принимаем положение лежа на животе. Опускайтесь аккуратно, помогая себе руками. Можно поместить руки в мягкую либо в жесткую часть, как вам удобно, не принципиально. Ноги разведите на ширину таза, ягодицы подтянуты, живот подтянут. Делая внизу вдох, на выдох мы разгибаем позвоночек, лопатка к позвоночку. Устремляется вдох, выдох в другую сторону. Вдох через нос, выдох через рот. Вдох, выдох, вдох, выдох. Насколько возможно, разгибайте позвоночник. Не задерживайте дыхание и следите, чтобы голова продолжение спины. Шею не нагружаем, лопатки вперед не вытягиваем. Давайте еще несколько раз. Выдох, вдох и последний раз. Замечательно, и можно отдохнуть несколько секунд в такой вот удобной позе. Расслабьте плечи, расслабьте шею, можете покачать таз из стороны в сторону. И ладони под плечи, ноги на пальцы. Помогая себе руками, отталкиваемся, без резких движений поднимаемся. Вот такой вот комплекс, друзья мои, вы можете выполнять как круговую тренировку, то есть делаем несколько раз этот комплекс. Кстати, вы можете менять местами упражнения, что даст другую нагрузку на мышцы. Люблю, целую, пока-пока.